Валерий Викторович, вы несколько раз сказали, что Россия должна исчезнуть. Я такого никогда не говорил. Более того, я говорю, что вот это в планах глобального предиктора. А мы должны сделать, чтобы это никогда не состоялось. Вот, скорее всего, автор и имел это в виду. И далее пишет: но разве Россия как противовес не нужна будет после слития США? Ведь будет Китай как новая мировая империя, а Иран вряд ли ему сможет противостоять. А Иран и не должен противостоять Китаю. Дело в том, что два центра концентрации управления нужно для того, чтобы концентрировать различные силы. Поймите, всех в одну толпу загнать не получится. Всегда найдутся конфронтационные моменты между различными государствами, которые, вот если по принципу друг моего врага мой враг. То есть я не пойду вот в эту коалицию, я пойду в другую. Вот для этого существовал центр концентрации управления евроазиатский с центром в Европе и евроатлантический с центром в Великобритании. А Атлантика – это Соединенные Штаты. И вот они группировали. Успехи социалистического строительства и идеологические победы Советского Союза, несмотря на то, что советское правительство делало все, чтобы слить Советский Союз, привело к тому, что этих двух центров концентрации управления стало не хватать. И появилось движение неприсоединения. Исчез Советский Союз, исчезло движение неприсоединения. Снова разобрали по двум тусовкам и все это вели. Поэтому Китай и Иран, они центры концентрации управления. Тот, кто не сможет дружить с Китаем, будет дружить с Ираном. Тот, кто не сможет дружить с Ираном, будет дружить с Китаем. Вот в чем задача двух центров концентрации управления. Что же касается стабилизации, то стабилизация очень простая. Иран стабилизируется за счет существования формата Астаны, очень серьезное объединение тюркоязычных народов, которое вписывается как в формат СССР 2.0, так и в центр концентрации управления с центром в Китае, в Иране. А Китай, он всегда в противовесе с Индией. Не надо смотреть на то, что сейчас идет такое сотрудничество, и из Индии перекачиваются сейчас технологии управления обществом. Вот. Это Индия будет всегда конфронтировать с Китаем. Поэтому шелковый путь через Россию строит Китай, а Иран и Индия коридор юг-север, чтобы рассекать этот шелковый путь. Так что все у них там продумано. Россия в этом плане не нужна. Более того, она представляет опасность для глобального предиктора, поскольку Россия несет другой замысел жизнеустройства общества. В России не исчез ни один народ, а ранее бесписьменные народы получили свою письменность. Культура всех народов постоянно в России развивается. Где индейцы, коренное население Америки, когда пришли туда американцы? Вот коренное население в Латинской Америке, индейцы, осталось. А где у евроатлантического блока, проводившего глобализацию? Они же показали, как они решают национальные вопросы. Аборигены должны быть зачищены. Вспомните трагедию бельгийского Конго. Это же вообще катастрофа. Это вот вам показатель европейского подхода. Везде одно и то же. И Россия, она должна отдать свои ресурсы, но население России не нужно. Она должна своими материальными ресурсами и ресурсами управленческими помочь состояться двум центрам концентрации управления, Ирану и Китаю, и после этого должна исчезнуть. Вот на это отводится 15-20 лет по планам глобального предиктора.
Для этого надо максимально связывать руки и ноги Путину, чтобы он ничего не смог сделать для России. Поэтому такое объединение, что даже трудно вот в этом плане, пока помолчу, кто вписался, стал вообще подпиндосником, вписавшись против Путина. На уровне-то на каком? Слов нет. Так вот, Россия не нужна. И все они стараются. И поэтому такая бескомпромиссная борьба против концепции общественной безопасности, на перехват, на дискредитацию работ внутреннего предиктора. Убедились, что никакими запретами нельзя дискредитировать. Потому что все, знание пошло. Так значит, надо выхолостить. Так что Россия не нужна им. Более того, мы приговорены. И если мы сами это не поймем и не найдем адекватных мер собственной защиты, восстановления своего суверенитета, мы все приговорены. Подпиндосники зря надеются, что они уцелеют. Бомба ядерная, упавшая на Москву, одинаково убьет и врага Америки, и обычного обывателя, и подпиндосника. Но, к сожалению, патриота России.